Друзья, всем огромный привет! Сегодня приготовлю гранолу двух видов, шоколадную и медовую с корицей. Очень удобная заготовка для завтраков. У кого дети, это просто палочка-выручалочка. В любой момент полезный завтрак или перекус в баночке. Остается только добавить йогурт или кефир. Или, если горячее молоко, вот вам и шоколадная каша. Какая же она вкусная, дети ее уплетают за обе щеки, и то со скоростью звука. Если закончилось молоко, точно такую же кашу, только медовую с корицей, добавляем обычный кипяток. Тоже очень вкусный вариант, тем более, что с добавками всегда можно экспериментировать. Так что давайте будем готовить. Для этого мне нужны хлопья. Можно взять просто обычные хлопья 1 килограмм. В общей сложности у меня килограмм хлопьев. Только я для фотосессии постаралась и нашла в магазине все разные хлопья, которые я могла найти. Это пшено, тут и гречка, и кукурузные хлопья. Вы поняли, можно использовать обычную овсянку, только такой длительной варки. Или же сделать смесь хлопьев. Сейчас в продаже их много. Килограмму этих хлопьев овсяных добавляем растительное масло, ложечек 5-6, только обязательно рафинированные, чтобы не было горечи. Добавляю растопленный мед. В общей сложности где-то больше полстакана, приблизительно 150 граммов. То есть количество сахара или меда мы регулируем по своему вкусу. Да, и потом всегда можно добавить уже свежий мед или, например, добавить сладости, если не хватает уже потом в конце. Да, вместо меда можно использовать еще сахар, но вот просто вот так песком его сюда засыпать нельзя, потому что так крупинки все останутся. Сюда же чайную ложечку соли добавляю. И добавляем стакан 250 миллилитров яблочного сока. Вместо яблочного сока можно добавить просто обычную теплую воду или же чай обычный запарить и добавить, ну, конечно же, с яблочным соком. Еще плюс добавляется овсяным хлопьям такой фруктовый аромат. Ну и, конечно же, какие-то минеральные вещества все же, но они останутся, хоть и после термообработки, так как витамины погибают при термообработке, а минеральные вещества все-таки остаются. Да, яблочный сок я добавляю небольшими порциями, так, чтобы получилось все хорошо просто вымешать в такую однородную массу. Если будете добавлять сахар, то постарайтесь его растворить в этом яблочном соке или в чае, или в водичке. Свои хлопья килограмм я разделила ровно на 2 порции и буду добавлять теперь орешки. Да, на этом этапе мы будем добавлять орехи. Они еще потом дополнительно подрумянятся вместе с овсяными хлопьями в духовке и будут очень вкусными. Так как я готовлю 2 вида гранолы, то первая у меня будет с какао, а другая просто будет медовая с добавлением корицы. Орехи, семечки разные, тыквенные, очищенные семечки подсолнуха. Тут уже на ваше усмотрение. Но главное добавить вот сюда на этом этапе изюм. Все остальное на этом этапе не добавляем, так как он потом там зажарится и ваша гранола будет несъедобной. Проверено на личном опыте. И по вкусу тоже добавляю какао. Ну вот, ложки столовых 3-4 на полкилограмма овсяных хлопьев, смеси вместе уже с орешками, семечками. Орешки любые, семечки тоже, можно вообще просто одну овсянку сделать. Ну, конечно же, с семечками плюс дополнительные минеральные вещества
у нашей полезной кашки получится. И вот такая получается шоколадно-овсяно-ореховая масса. Вторая порция. У нас получается мед мы уже добавили. И сюда остается нам добавить только корицу. Тоже добавляем по вкусу. Я вот на полкилограмма добавляю всегда вот ложечки 3 чайных корицы. Все остается только перемешать и отправить на противень. Очень вкусные, ароматные вот эта гранола получается с корицей, с медом. Очень вкусные варианты. Да, выпекаем на противне. Выкладываю. Я его смазала сливочным маслом, так как не оказалось у меня пергамента сегодня, поэтому придется мыть долго. Распределяю по всей поверхности и в духовку 160 градусов 40 минут, но постоянно помешиваем. 2 противня вместе я отправляю и шоколадный вариант, и с корицей. Они оба будут выпекаться. Но смотрим так, чтобы она подсушилась со всех сторон. Вот тогда достаем и остужаем ее. Но обязательно постоянно помешиваем. Вот моя гранола уже остыла. И дальше добавки: кунжут, семена льна, изюм, любые сухофрукты, любые добавки на ваше усмотрение, по вашему вкусу. Я еще сушу клубнику и черешню. Мои дети очень любят такую гранолу кушать с сушеной черешней. Она не такая кислая, как вишни. В каше или когда заливаешь ее йогуртом, она такая сладкая. Поэтому обязательно стараюсь в сезон черешни насушить ее, чтобы вот такой полезный завтрак был у моих деток. Храню такую гранолу я обязательно в баночках с плотно закручивающимися крышками. И в любой момент такую баночку достал, или в шоколадном варианте. Вот и шоколадная кашка. Только все компоненты подбираем по своему, конечно же, вкусу, регулируем сладость. Или же кисломолочными продуктами, кефир, йогурт, что есть. Добавили, перемешали буквально этих 5-10 минуточек. Оно постояло. И вот такой вкусный завтрак или перекус, полезный для деток или для себя. Друзья, если вам было интересно мое видео, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, кто не подписался. Если хотите быть в курсе моих новых интересных видео, нажимайте на колокольчик. Ну, с вами была Виктория. Пока-пока. До новых интересных видео.